Любовь моя, Да. вопрос, который беспокоит многих, потому что я Мгм. думаю, мы многие этим занимаемся. Мгм. Тот самый улучшайзинг, О, когда совершенству нет предела. да. Как бороться с перфекционизмом и в какое русло его направить? Ох, какой же это серьезный вопрос. Вы знаете, я буду и себя тут приплетать по той простой причине, что страдала этим немыслимо лет 10 назад. И друг мой Джулия тоже великолепнейший перфекционист. И столько у меня друзей, с которыми даже не знаешь иногда, как разговаривать, потому что это примерно как танцы на минном поле. Чуть что не так сказала, все, человек взрывается. С такими людьми очень сложно. Поэтому вот просто Бог им в помощь и вот это видео. Значит, перфекционизм. Давайте сразу определимся, что это такое. Это когда люди очень хотят быть, чтобы вот они все были такие великолепные, чтобы все вокруг них было такое великолепное. И что отличает перфекционистов от чрезмерных перфекционистов, это когда они начинают срываться, понимаете, и срывать психику всех вокруг, в окружении своем, когда что-то идет не так. Ну так вот, давайте сразу решим. Первый шаг. Листочки у нас есть. Вы вообще, когда смотрите что-то на моем канале, имейте привычку какой-то листочек, какой-то карандаш, ручку иметь под рукой. Почему? Потому что иногда действительно надо что-то записать для того, чтобы подкорректировать свою жизнь. Ну так вот, шаг первый. Давайте перестанем бороться с перфекционизмом. Да? То есть, если у нас есть перфекционизм, то это хорошо. Это хорошо стремиться все делать хорошо. Но когда у нас чрезмерный перфекционизм, то вот это уже беда. Это беда лично для вас, потому что чрезмерный перфекционизм, он рождает огромное недовольство собой. Как бы прекрасно вы не были, вы всегда будете недовольны собой. А уж как вы будете гнобить всех вокруг себя, это жизнь, наполненная идиотами. И не потому, что они идиоты, а потому, что они просто не достигают вашего уровня развития перфекционизма. А теперь давайте попробуем что-то с этим сделать. Значит, пишем, да? Чрезмерный перфекционизм. По привычке мы уже что делаем? Стрелочку ставим, да? И как мы вот это вот отрицательное, разрушительное качество себя любимых, причем разрушительное не только для нас, но и для всех, кого мы любим, мы же именно их стараемся сделать лучше, правильно? Значит, что мы делаем? Мы делаем стрелочку, и мы пишем, что мы должны с этим сделать. Значит, мы должны плохое перевести в хорошее, да? Негативное в положительное. Чрезмерный перфекционизм плохо, а что хорошо в противовес? Вы уже, наверное, догадались, да? Первое. Перфекционизм – это хорошо. Хорошо быть хорошим человеком, стараться улучшать жизнь себя и своих любимых, и вообще людей в обществе в лучшую сторону. Правильно, да? Значит, мы себя признаем, мы молодцы. Потому что разрушать себя, отрицая перфекционизм, мы не можем. Будет только хуже. Это в лучшем случае психология, в худшем психиатрия. Зачем нам это надо? Не надо. Соответственно, чтобы наши любимые люди как-то выжили рядом с нами, нам нужно с этим постараться что-то сделать. И постараться что-то сделать улучшающее. Значит, что? Мы же перфекционисты, мы же любим улучшать. Вот давайте улучшим. Давайте свой чрезмерный, значит, перфекционизм переведем во что-то хорошее. Например, чистый дом. Это же хорошо. А вот когда в доме нельзя людям садиться куда-то или пройти в тапках по вашему ковру, или, я не знаю, вы только помыли пол, а в это время кто-то куда-то пошел, вот с этим чувством мы и будем работать. Значит, гнев по поводу несовершенства мира, людей, ваших близких и себя любимых. Что мы с этим делаем? Ответ прям очевидный и простой. Давайте оставим всех в покое. Давайте оставим в покое мир.
мир не станет лучше. По статистике 80% людей имеет IQ в мире ниже среднего. Ну, не будем обзывать их идиотами, хотя, наверное, это самое такое меткое слово, чтобы всем сразу стало понятно, даже тем, кто они и есть, да. Но это люди, которые никогда не будут совершенны, понимаете? Но самое интересное, поскольку это тоже форма психологического и психического отклонения быть перфекционистом, да, и заниматься перфекционизмом, то есть что у нас с вами происходит? У нас происходит с вами замкнутый круг. С одной стороны, хорошо быть перфекционистом, а с другой стороны, людям с вами рядом не выжить. Да и вас тоже и периодически из петли приходится вытаскивать. Моральный. То есть вы в полном смысле этого слова гнобите себя любимых. Пример. Девушка, бедная несчастная, сдала тест не на 100%. Вот она, как она рыдала, вы бы видели. И вот я потратила несколько часов, чтобы уговорить этого человека, объясняя ему, что это не конец света. Понимаешь, дорогая, это 98 баллов из 100. Ну не конец света, солнце мое, сядь ты, успокойся. Все было бесполезно, понимаете? Как мне жить с такими вот делами? Я перфекционист. Я говорю, так может надо перестать стать перфекционистом, потому что ты уже не перфекционист, ты уже психически нездоровый человек. Зачет на том тесте был 60%, у нее 98%. Я говорю, ты в 2 раза превысила норму зачета. Да ты молодец, чё рыдаешь? То есть вот это такой яркий пример того, как перфекционистам трудно живется. И опять же, не всегда рядом с вами окажется вот такой вот человек, который вас уговорит. А возможно, ваш близкий человек просто устанет вас уговаривать, понимаете, и скажет, ты знаешь что, ты, наверное, все-таки вот в тех 80%. Тебе, не замужем, тебе лечиться надо. Почему не замужем? Потому что по статистике перфекционизмом больше все-таки страдают женщины. Они вечно чем-то там недовольны, понимаете. Она может быть моделью, но при этом она может себя съедать. Откуда идет перфекционизм? Это, опять же, отображение из вечности. В вечности все вот оно, что говорится, perfect. Там ничего не тлеет, там нету отрицательной энергии вообще, там даже низкоположительной энергии нет, там везде высокоположительная энергия. То есть вот в том мире, да, мы все perfect. В этом у нас даже условий таких нету. Ну просто нету. Вы понимаете? Поэтому бороться с перфекционизмом прекращаем. Мы это не делаем. Значит, шаг второй. Вырабатываем положительное отношение к себе. У кого совсем все зашкаливает, так и пишите. Вырабатываем улучшение себя. И вот это будет то самое слово, которое вас развернет в обратное положение. Понимаете? То есть если раньше, вот как я, да, буду сейчас каяться, да, то есть я могла проснуться среди ночи, потому что я вспомнила, я поставила в раковину чашку из-под чая вечернего, да, например, там какого-то, и я забыла ее помыть. Вот, не идиотка ли? 3 часа ночи я подпрыгиваю и побежала. Вымыла чашку, потом еще идет минут 30-40 съедания себя на тему того, какая я вообще нормальная. Я вообще нормальная, как я могла забыть чашку, понимаете? Потом я еще пока иду на 2-й этаж, значит, спать, я укладываюсь, а у меня все в голове, с этим что-то надо делать. Я не знаю, может, мне в план свой, у меня были планы того, что надо делать, понимаете? У меня не была жизнь, у меня был план. Какая я вся такая офигительная, понимаете? А вокруг все были рукожопые, понимаете? И вот это нормально вообще? Я была нормальной? Нет. То есть, что мы делаем? Мы себя начинаем перевоспитывать. Правильно? Правильно. Мы начинаем себя тренировать. Вырабатывать привычки, которые нас, просто-напросто не выводят из себя, да? То есть, нам надо за собой недельку-две понаблюдать.
блокнотик, карандашик наш любимый и пишем, сколько раз вы сорвались на тему перфекционизма. Вот в этом вот маленьком а-ля дневничке вы позаписываете ситуации. Там муж прошел туда-то в обуви или там шагнул на 3 сантиметра дальше, чем я ему сказала. И стрелочка, и что вы сделали. То есть обычно люди начинают кричать и долго изводить человека и манипулировать при этом. Это будет еще наш один очень интересный вопрос на засыпку. Значит, что мы с этим делаем? Вот этот списочек мы за 2 недели собрали и начинаем. Вот это вот, только у нас, значит, первое, что человек сделал, второе, моя реакция, третье, ставим стрелочку и думаем, как нам реагировать в следующий раз на подобную ситуацию, потому что ситуации будут в основном из рутины. Это какие-то рутинные, ежедневные какие-то дела, обязанности. Как нам в следующие 100 лет реагировать на подобные ситуации? И начинаете просто себя тренировать. А поскольку перфекционисты, они зашкалены на перфекционизме, соответственно, вот это вот улучшение у вас дойдет до того, что из домашнего тирана вы превратитесь просто в домашнего ангела. Муж прошлепал, значит, по всему дому, а вы вместо того, чтобы тщательно воспитать его шваброй, да, вы вдруг говорите: дорогой, а куда это мы пошли? Мы что, меня не любим? Муж зажал, вернулся обратно. А куда теперь ты пошел? Не хочешь тряпочку взять и вымыть? Я второй раз это мыть не буду. Соответственно, шутки шутками, но таким образом вы наладите атмосферу в семье. Хуже, когда мужчина страдает перфекционизмом. Да что это за слово у меня такое? Вот видите? А видите, кстати, обратите вот реакцию, да? Я не так сказала. Ну, я хотя бы не переписываю видео. Видите? То есть прогресс есть. Прогресс есть. Значит, что получается? Когда мужчина начинает страдать перфекционизмом, это все гораздо хуже. Почему? Потому что здесь прибавляется мужская натуральная агрессивность. И чем мужчина моложе, тем той агрессивности больше. Вот обратите внимание, как мужчин и женщин выбирают в молодости и как они их выбирают в старости. Да? Это ж небо и земля. Меньше тестостерона, больше благоразумия. Да? Рассказал я вам похабный анекдот, ну ладно, вроде как не тот канал, сверху как тапочком треснут. Смысл в чем? Смысл в том, что мужчина без помощи близких не обойдется. И тут все средства хороши. Если вы мужчина и вы перфекционист, и если ваша агрессивность очень сильно накладывается и мешает жить вашим близким, обращайтесь к близким. Дайте им посмотреть вот это видео, и ваша любящая женщина, которая вас терпит все эти годы, наверняка возьмет листочек, бумажку, сама за вами 2 недельки последит, потом вы сядете, успокоительного какого-нибудь нальете, сверху винца слегонца, расслабитесь и просто сядете и вместе проанализируете то, что вы начудили за 2 недели. А там будет много чего. Сколько раз я работала с мужчинами-перфекционистами, ой, это как женский алкоголизм, не лечится практически. Но вы сильные, вы умные, вы планету строите, вы цивилизацию строите. Уж себя любимого как-нибудь построите. Тем более рядом с вами ваш надежный тыл, ваша любящая женщина. Соответственно, не теряйте надежды и помните, бороться с собой не надо, себя надо любить. И вот во имя этой любви и своих близких, своей любви к этим близким, мы должны с вами быть умными, разумными существами, и мы с вами должны найти пути, как бы нам справиться с этим. А пути развития, знаете, они достаточно легкие. Просто нужно это делать. Ну все, удачи, люблю, целую.